Всем привет, друзья! Сегодня я забираю свой заказ Tasty Coffee и хочу поделиться с вами самим процессом. Я заказывал кофе, который до этого раньше не пробовал, поэтому будем пробовать вместе. Хочу сразу сказать, что Tasty Coffee мне никак не доплачивают, хотя могли бы, так что отзыв будет абсолютно честным. Буду делиться своими впечатлениями в процессе. Погнали! Вот эта коробочка. Хочу сказать, что я заказываю кофе у ребят довольно часто. А главное их преимущество то, что ты у них заказываешь, и они обжаривают кофе на следующий день и отправляют тебе. То есть кофе к тебе приходит максимально свежим, свежей обжарки. Ну и второе, во всяком случае в Москву они доставляют довольно быстро. 1-2 дня, и кофе уже у тебя. Ну и третье, это цены на кофе, потому что зерна в кофейнях стоят гораздо дороже. А у них, поскольку ребята сами из Ижевска и заточены больше именно на доставку самих зерен, ты у них можешь купить разный кофе по разным ценам, но ты спокойно можешь взять пачку за 400, за 500 рублей, 250 грамм, и это прям очень классно. Ну что, друзья, приступаем к анпекингу с помощью этого ножа. Вот, отлично, смотрим, что же там. Внутри у нас вот такие чудеса. Дрип-пакеты, пачка зерна и нитро кофе. Так, на нитро мы сразу видим, что написано особенно хорош холодным, поэтому уберем ее сразу в холодильник. Так, упаковочка немножко развалившаяся, но мы как-нибудь справимся. Дрип-пакеты. Таиланд Mae Suai. Обработка натуральная. Кофе с нотками персика, красного яблока и шоколадного бисквита. Дальше. Пачка зерен, которая обжарена под фильтр. Бурунди и Зуба. Моносорт. Во вкусе вишни, чернослив, грейпфрут. Я никогда не пробовал ни эти зерна раньше, ни вот эти дрип-пакеты. Я думаю, мы начнем с дрипов. Ребята положили по 2 маленькие шоколадочки в качестве сувенирчика. Мелочь, а приятно. Пока наш чайник минутку остывает, мы вскроем упаковку. Дрипы. 10 дрип-пакетов. Вот у нас вкус, цвет. Ну что, выбираем любой и погнали. Ну и потихонечку проливаем его. Для тех, кто никогда не пользовался дрипами, это что-то типа чайного пакетика, только вкус кофе очень хороший. И дрип-пакеты очень классная штука, когда вы берете их в дорогу, путешествие, там, где нету нормального кофе. Или просто, когда вам лень с утра варить свежий кофе, молоть его, вы можете просто взять дрип-пакет и заварить его. Попробуем насладиться дрип-пакетом. Вдохнем аромат. Как кофе. Нужно первый глоточек, вроде бы как, прихлебнуть, чтобы оросить сначала рецепторы. И нужно делать это максимально громко. Вот знаете, как некультурно это делают так. Прям смаковать. Так, ну а во втором глоточке уже пробуем почувствовать вкусы, которые нам тут пишут на упаковочке. Персик, красное яблоко, шоколадный бисквит. Сразу говорю, эксперты кофе строго не судите. Я любитель, и многих ноток я, так как вы не умеете чувствовать, и могу заваривать как-то неправильно. Так что всем мои глубочайшие извинения за оскорбление ваших кофеманских чувств. Это честный отзыв любителя кофе. Ну а пока в спокойном ритме. Итак, из вкусов, мне кажется, чем-то вот шоколадный бисквит есть, что-то, шоколадные нотки какие-то, и красное яблоко. Не скажу, что я чувствую персик, но сам кофе очень вкусный. Не сильно кислый, не сильно горький. Супер. Таиланд Mae Suai. Дамы и господа.
общем, если оценивать по 10-бальной шкале, то это, я думаю, 7,5-8. Ближе к 8, прям очень хороший вкус. Что ж, заканчиваем с дрипом и двигаемся дальше. Самое прекрасное — это пить горячий кофе в 30-градусную жару без кондиционера. Вот на что я готов ради вас, друзья. Ну а ради кого еще я записываю эти видео. Далее у нас такие замечательные зерна из Бурунди и Зуба. У меня, конечно, сегодня очень интересные страны. Тайвань, Бурунди. Обычно я беру Колумбию или Эфиопию. Когда вам приезжает свежеобжаренный кофе, очень классно, если вы будете молоть его перед каждым завариванием. То есть не весь сразу помолотый, а чуть-чуть помололи, сделали кофе, как вы его обычно делаете. Я обычно делаю кофе либо в гейзерной кофеварке, либо во френч-прессе. Эти зерна обжарены под фильтр, то есть они больше, в принципе, должны подойти под френч-пресс. Но мы сделаем и там, что в гейзерной кофеварке вкус иногда раскрывается более ярко. Вскрываем. Святая святых, друзья. А пока френч-пресс заваривается, мы приготовим гейзерную кофеварку, чтобы сравнить вкус. Вот так вот выглядит гейзерная кофеварка, для тех, кто не знает. Она родом из Италии, и все итальянцы пьют из нее кофе по утрам. Она напоминает мне об Италии, о Риме. Когда нет денег на билет в Италию или границы закрыты, можешь взять себе гейзерную кофеварку и почувствовать себя итальянцем прямо у себя дома на кухне. И многие итальянцы используют одну гейзерную кофеварку всю жизнь. Своего рода такая традиция, и они потом передают ее по наследству. Вот так и происходит каждое утро. Ла-ла. Правда, это говорят французы. Так, вот так выглядит гейзерная кофеварка внутри. Вот сюда заливается вода. Сюда насыпается кофе, прижимается сверху, потекает отсюда как гейзер. Поэтому она и называется гейзерная. А у нас прозвенел таймер на 8 минут, а это значит, что наш френч-пресс готов. Опускаем и наливаем. Так, пока чайник греется, мы засыпаем кофе сюда. Заливаем воду по самую пипку. У нас готов кофе и во френч-прессе, и в гейзерной кофеварке. И сейчас мы сравним вкус. Где же лучше чувствуется вишня, чернослив и грейпфрут? Начнем мы с френч-пресса. Не очень яркий вкус. Возможно, я как-то неправильно рассчитал граммы и воду, поэтому все может быть мой косяк. Есть четкий кофейный вкус, но он такой немного водянистый. И я не чувствую ни вишни, ни чернослива, ни грейпфрута во френч-прессе. Как будто пьешь такой кофейную воду, вот так я скажу. А теперь попробуем кофе из гейзерной кофеварочки. Вот из такой замечательной красивой кружки. Кофе в гейзерной получается довольно насыщенным, чем-то похож на эспрессо. Основу можно использовать для капучино, для латте, ну, в общем, для домашних напитков. Очень популярно. Можно и эспрессо-тоник, и бамбл. Мы дома делаем практически все. Здесь уже более яркий вкус. Чувствуется кислотность. Так, ну вот теперь по вкусу. Вишня, чернослив и грейпфрут. Чернослив вряд ли. Вишня спорно. Вот грейпфрут из всего перечисленного более похож на грейпфрут. Да, класс. Гейзерки мне нравится вкус. Белиссимо. Ну что, и напоследок в холодильнике уже охладился нитро кофе. И попробуем не сойти с ума от кофеина в нашем организме. Даже пар идет. Пахнет как будто квас. Ощущается тоже как будто квас. Коста-Рика Рафаэль Прадо. Средний газированный. Надеюсь, кофеманы меня не запинают, но это правда, чем-то отдают квас. Но сейчас мы спросим второе мнение.
Саша, мне нужно второе мнение. Попробуй. Вообще мне показалось, что это как будто квас. Да, это очень похоже на кофейный квас. Но я сделал еще 2-3 глотка, у меня какие-то нотки начали появляться, но вначале очень похоже, как будто это квас. Ну да, потом горчит и уже не квас. Ну, первые глотки, да, прям квас. Угу. Ребята, вам нужно написать здесь во вкусе квас Никола или Очаковский. Будет расходиться лучше. Но в целом, интересная штука. Но для тех, кто любит квас. Я ни разу не заказывал, ребят, раньше нитро кофе. И решил попробовать специально для вас, друзья. Вот. И не скажу, что теперь буду это делать. Как-то, ну, так у меня сложилось впечатление. Я, конечно, попробую оставшиеся, которые охладятся по полной программе. Возможно, это будет как квас со льдом. Так вот и подошел к концу наш небольшой отзыв на Tasty Coffee. Что хочется сказать в заключении. Я очень люблю ребят из Tasty Coffee. Шикарный кофе, свежеобжаренный, просто пахнет идеально и по вкусу тоже очень здорово. Все зависит от конкретных зерен, которых вы покупаете, от страны, да, как вы завариваете кофе, это тоже все очень много. Одни и те же зерна и в гейзерной, и в фильтре могут чувствоваться по-разному. Очень важно, сколько грамм кофе вы кладете, например, во French Press, и сколько вы используете миллилитров воды. На самом деле кофейные эксперты очень сильно запариваются по этому поводу, и я тоже планирую к старости стать кофейным экспертом. Возможно, к старости я и куплю себе кухонные весы, чтобы все четко мерить. Ну а пока использую на глаз. Иногда этот глаз может меня подвести, но что поделать. Я в прошлый раз брал у ребят другие зерна под French Press, и это было изумительно вкусно. Хотя я использовал примерно те же соотношения воды и кофе. Так что тут все будет по-разному. Вообще, друзья, свежий кофе это супер. Как он пахнет. Это вам не жокей нюхать в магазине на полках. Попробуйте. Я в свое время как-то перешел с обычных зерен. Я использовал Ора, потому что был фанатом Италии. Но я сейчас остаюсь фанатом Италии. Я использовал зерна Ора в такой золотистой упаковке и чувствовал себя просто королем-монархом. Золото. О-ля-ля. Но в какой-то момент на пандемии я заказал зерна в кооперативе черном. И там, конечно, такие ароматы, то есть просто волшебство какое-то. Всех призываю брать свежеобжаренные зерна где-то в спешлти кофейнях. Не обязательно заказывать у Tasty Coffee. Можно купить зерна и у других производителей. Главное, чтобы это была свежая обжарка. И постепенно переходите на зерна свежей обжарки. И я вас уверяю, каким бы способом вы ни заваривали кофе, вы почувствуете разницу. И вам не захочется уже больше пить всяких жокеев, жардинов, если вы этим еще грешите. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Не знаю, посмотрим, как оно разойдется и буду ли я снимать что-то в дальнейшем похожее. Может быть, буду брать какие-то другие зерна. Я планирую записывать какие-то обзоры на кофейне, поэтому, если вам это будет интересно, то подписывайтесь, ставьте лайки, потому что ставить лайк это приятно и вам, и мне. И я буду знать, что все не напрасно. Но если вы поставите дизлайк, я вас найду и заставлю пить вот этот кофейный квас, потому что куда мне его еще девать. Все, всем спасибо, пока.